Вы едете в поезде. За окном лето, поле, провода качаются вверх-вниз. А под полом идет звук, который вы знаете всю жизнь и на который никогда не обращали внимания. Ровный ритмичный стук. Так-так, так-так. Колеса будто отсчитывают что-то на ходу. Этот стук так привычен, что стал для вас просто звуком поезда, такой же частью дороги, как запах вагона и дрожь стакана на столике. Может быть, под него вы засыпали в детстве в ночном вагоне. Так-так, так-так. Колыбельная железной дороги. А теперь я скажу вам, что это за звук на самом деле. Это звук поражения. Каждый удар под вашими ногами – это момент, в который инженеры больше 100 лет назад расписались в том, что не смогли победить одну силу. Они пробовали справиться с ней в лоб, у них не вышло. И тогда они сдались и оставили в пути щель, чтобы эта сила не разорвала дорогу прямо под поездом. Стук, который вы слышите, это звук колеса, перепрыгивающего через ту самую щель поражения. 1000 раз в минуту дорога негромко напоминает вам, что здесь кое-что оказалось сильнее людей. А еще интереснее вот что. В современном скоростном поезде этого стука почти нет. Вы едете, и под вами ровный тихий гул, без всякого «так-так». Стук исчез, и это значит, что ту силу, которой 100 лет уступали, в конце концов все-таки укротили. Не грубостью, хитростью. И к концу этого фильма вы поймете, каким именно приемом и почему после него на самые обычные вещи вокруг вы уже не сможете смотреть по-старому. Сила, о которой идет речь, называется тепловое расширение. Запомните это слово, весь фильм держится на нем. Любой металл на жаре становится длиннее, а на холоде короче. Не чуть-чуть для вида, а по-настоящему, на сантиметры и метры. И рельс под вашим поездом – это 1000 километров стали, которая все время то тянется, то сжимается следом за погодой. В прошлом фильме мы спускались в самую глубокую скважину на Земле и увидели странную вещь. Твердый гранит на глубине переставал быть твердым и начинал течь, как густое тесто под жаром и давлением. Тогда это казалось экзотикой где-то в недрах. Но вот вам та же самая правда прямо под ногами, на свету. Холодная, звонкая, надежная сталь рельса тоже никогда не стоит на месте. Она дышит вместе с воздухом, растет летом и укорачивается зимой, каждый день у всех на виду. И тут возникает вопрос, ответ на который знают вроде бы все, а на деле почти никто. Почему рельсы не кладут одной сплошной лентой в стык, а режут на куски и оставляют между ними щель? Школьный ответ звучит так: чтобы металлу было куда расти в жару. Ответ красивый и почти правильный, но именно это «почти» и есть самое интересное, потому что настоящее решение оказалось прямо противоположным. Мы к нему придем, но сначала надо понять, с какой именно силой воюют инженеры. Если вам нравится, когда привычные вещи вдруг показывают свое скрытое устройство, подпишитесь, у нас весь канал про это. Давайте измерим врага. Сталь при нагреве на каждый градус удлиняется на крошечную долю, примерно 12 миллионных своей длины. Держите эту цифру в голове. Она ничтожная, пока речь идет о линейке на столе, но рельс – это не линейка. Возьмите всего 1 километр пути. Летом раскаленное солнцем полотно нагревается не на 10 и не на 20 градусов относительно зимы, а на все 80. Зимой сталь промерзает глубоко в минус, а в жаркий день рельс на прямом солнце доходит до 50, а то и 60 градусов. Он горячее окружающего воздуха, к нему больно притронуться ладонью. И вот на этом размахе тот самый 1 километр рельса вырастает почти на целый метр. Вдумайтесь в это как следует. Не на миллиметр, на целый метр. Каждый километр пути от зимней стужи к летнему зною становится длиннее на человеческий рост, а потом снова коротким. А путь тянется не на километр, а на сотни и тысячи километров подряд. Умножьте этот метр на всю длину дороги, и вы получите десятки лишних метров стали, которые появляются каждое лето словно из ниоткуда и должны куда-то деться обратно к зиме. И весь этот избыток стали надо куда-то девать. Первая мысль самая простая. Прибить рельс к земле намертво по всей длине и пусть никуда не денется. Вот тут и ждет ловушка, в которую упирается любая грубая сила. Если стали не дать расти, она не смирится и не исчезнет. Ее желание вырасти просто превратится в давление.
Давайте посчитаем это давление. Запертый рельс, нагретый всего на 50 градусов, начинает распирать сам себя вдоль с силой около 100 тонн, и это только одна рельсовая нить из двух. 100 тонн – это вес целого груженного состава, надавленный вдоль тонкой стальной полосы шириной в ладонь. И этой силе совершенно все равно, как крепко вы прибили рельс. Прибьете слабо, она вырвет костыли и болты и поползет вперед. Прибьете намертво, станет только хуже. Раз уйти в длину нельзя, сталь уйдет в сторону. Рельсы вместе со шпалами выгнутся в бок плавной змеей прямо под идущим поездом. Вспомните, как ведет себя длинная линейка, если упереть ее концами и надавить. Она не сжимается послушно, она внезапно выскакивает горбом в бок. Рельс делает ровно то же самое, только весит он тонны, и по нему в этот момент идет состав. Значит, закрепить посильнее – это не решение проблемы. Это способ устроить обрушение дороги в первый же по-настоящему жаркий день. С грубой силой против теплового расширения выйти нельзя, и больше 100 лет назад инженеры это честно признали. Оставался один выход – уступить. Раз силу нельзя запереть, ей решили уступить. Логика простая. Раз металл хочет расти, дадим ему куда. Рельсы стали резать на короткие куски, обычно метров по 25, и укладывать не вплотную друг к другу, а с маленьким зазором на торце, шириной в несколько миллиметров. Запомните это слово – зазор. Все это решение держится на нем. Летом рельс нагревается, растет и съедает зазор, наступая торцом на соседа. Зимой сжимается и открывает зазор снова. Куски соединяли по бокам двумя стальными накладками на болтах. Их называют стыковыми накладками, чтобы колесо не проваливалось в щель, но при этом рельс мог свободно ползти вдоль, не будучи зажатым намертво. Дорога перестала выгибаться в жару. Проблема будто бы решена, причем красиво и просто. Но у этого решения с самого начала была скрытая слабость, о которой редко говорят. Ширину зазора нельзя угадать раз и навсегда. Ее приходится подбирать под температуру, при которой укладывают путь. Уложите рельсы в прохладный день, оставив широкий зазор, и зимой в лютый мороз, когда сталь сожмется еще сильнее, зазоры разинутся так, что колесо станет проваливаться и бить по торцам нещадно. Уложите в жару с узким зазором, и в следующее пекло рельсам не хватит места, торцы упрутся, и вернется та самая опасность выгнуть путь. Идеальной ширины зазора попросту не существует, есть только компромисс между двумя бедами. Инженеры все время шли по тонкой линии между слишком тесно летом и слишком широко зимой. И это была лишь половина цены, вторую половину вы слышите собственными ушами. Заплата на торце – это разрыв в гладкой дороге. Колесо катится по рельсу ровно, доезжает до зазора, на короткий миг повисает над щелью и с ударом падает на начало следующего рельса. Так, тот самый стук из вашего детства – это колесо, бьющее по стыку. У поезда колес много, стыков под ними тысячи, и оттого под вагоном стоит непрерывная дробь ударов. И это не просто шум для дорожной романтики. Каждый такой удар бьет по металлу с двух сторон, и по концу рельса, и по колесу. Стык – это самое слабое, самое изнашиваемое место всего пути. Именно там, на торцах рельса, появляются вмятины и наклеп. Именно там металл разбивается и выкрашивается первым. Именно там от вечной дрожи откручиваются болты и разбалтываются накладки. Именно там чаще всего нужен ремонт и подтяжка. Дорога со стыками методично разрушает сама себя, удар за ударом, с каждым проходящим поездом. Прибавьте к этому людей. Каждый стык надо было обходить, осматривать, подтягивать ослабевшие болты, менять разбитые накладки, следить за шириной зазора по сезону. На 1000 километров пути приходились миллионы стыков, и каждый из них требовал внимания. Целые поколения путейцев десятилетиями занимались, по сути, одним и тем же. Боролись с последствиями того, что дорогу однажды пришлось разрезать на куски. Вся эта огромная нескончаемая работа держалась только на том, что тепловому расширению когда-то уступили. А еще стыки не давали ехать быстро. На большой скорости эти удары из мелкой тряски превращаются в настоящие молотки. Они опасны и для колеса, и для рельса, и трясут вагон так, что ни о каком комфорте, ни о какой скорости и речи нет.
Получалось замкнутое унижение. Инженеры отдали расширению зазор, чтобы дорога не выгибалась, и за это получили путь, который сам себя разбивает, требует вечного ремонта и не дает разогнаться. Это была не победа над силой, а честная, но очень дорогая уступка, которую слышно и видно на каждом шагу. И весь 20 век над железными дорогами висел один и тот же мучительный вопрос. Можно ли вообще иначе? Или за ровную дорогу всегда придется платить либо выгнутым путем, либо бесконечным стуком? 100 лет казалось, что третьего не дано. Но прежде чем я покажу, как инженеры все-таки нашли третий путь, ответим на законный вопрос. Откуда мы вообще так уверенно знаем силу, которая все это устроила? Это не догадки и не общие слова про то, что металл вроде бы расширяется. Это измерено, причем несколькими независимыми способами, и все они сходятся в одном. Во-первых, само расширение стали меряют в лаборатории уже почти 200 лет. Берут образец известной длины, нагревают ровно на заданное число градусов и точно измеряют, насколько он стал длиннее. Отсюда и взялась та самая цифра 12 миллионных на градус. Она не зависит от нашего мнения и не меняется от того, нравится она нам или нет. Сколько ни повторяй опыт, сталь ведет себя одинаково. По этой же цифре инженеры считают тепловое расширение всего на свете, от мостов и труб до тех самых рельсов. Во-вторых, силу запертого рельса не только выводят из формулы, ее измеряют прямо в пути на живой дороге. На рельс наклеивают крошечные датчики, тензодатчики, которые чувствуют, насколько сталь в этот момент растянута или сжата, и переводят это в цифры. Есть и специальные приборы, которыми определяют главный секрет бесстыкового пути, при какой температуре данный рельс сейчас находится в полном покое, без внутренней борьбы. Железные дороги следят за этим постоянно, потому что именно от этого зависит, не выгнет ли путь в жару. И в-третьих, есть самое честное и самое наглядное доказательство – сама повседневная жизнь дороги. В сильную жару железные дороги по всему миру вводят ограничение скорости именно из-за рельсов. Диспетчеры знают, что запертая в стали сила выросла до опасной черты, и поезда сбавляют ход, а где-то движение и вовсе придерживают, пока не спадет зной. Летом вдоль путей пускают обходчиков, которые высматривают, не повело ли колею. Это не перестраховка на бумаге и не редкий случай. Это ежегодная летняя рутина на любой крупной дороге планеты. Мы знаем силу теплового расширения не потому, что в нее верят инженеры. Мы знаем ее потому, что ее каждое лето приходится всерьез и заранее обходить по всему миру. А теперь давайте посмотрим, что происходит в тот день, когда обойти ее не успевают. Представьте самый жаркий день лета. Ни ветерка, солнце в зените. Воздух дрожит и плывет над насыпью. Рельс на этом солнце раскален так, что у него можно обжечь ладонь. Внутри стали копиться та самая сжимающая сила, о которой мы говорили, метр за метром пути, тонна за тонной давления. В стыковом пути этой силе еще есть куда деться, в зазоры. Но зазоры не бесконечны. В такое пекло они уже закрылись до конца. Торцы рельсов уперлись друг в друга вплотную, и расти стали дальше некуда. Сила заперта, и она начинает искать выход в единственную оставшуюся сторону – в бок. И она его находит. В какой-то момент напряжение в стали переходит порог, за которым путь уже не может держать сжатие. И тогда происходит то, ради чего в жару и держат обходчиков. Рельсы вместе со шпалами вдруг уводят в сторону длинной плавной волной метров на несколько, будто чья-то невидимая рука мягко отодвинула кусок дороги вбок. Только что колея шла идеально прямо к горизонту, и вот на глазах она изгибается пологой дугой рядом со своим законным местом. У железнодорожников для этого есть точное имя – выброс пути или солнечный изгиб. Никакого грохота, никакого дыма. Просто ровная стальная линия тихо перестает быть прямой. Но для поезда, который выйдет на такой участок, эта тихая дуга уже не мелкая неровность. Колея больше не там, где ее ждут колеса. На скорости состав не может повторить внезапный изгиб пути, и это ровно тот случай, ради предотвращения которого существует вся летняя осторожность железных дорог. Вот почему в жару так резко режут скорость, вот почему инспекторы в самые знойные часы идут вдоль путей и смотрят на колею против солнца, выискивая едва заметную волну.
Предел у теплового расширения оказался вполне конкретным и осязаемым. Он наступает не абстрактно, а в тот самый день, когда запертой в рельсе силе становится окончательно тесно, и она разгибает дорогу так же внезапно, как выскакивает в бок зажатая в руках и передавленная линейка, не постепенно, а вся разом. И вот что здесь важно понять. Сила, которую 100 лет пытались усмирить зазором и накладками, в самый жаркий день все равно берет свое. Значит, зазор ее так и не победил. Он лишь оттягивал поражение и делал его пореже. Настоящую победу над этой силой инженеры одержали совсем с другой стороны, и решение оказалось обратным всему, что делали до них. Вот поворот, ради которого все и рассказывалось. Решение пришло не оттуда, откуда его ждали 100 лет. Инженеры перестали спорить с расширением, они его перехитрили. И сделали ровно то, что казалось самоубийством. Убрали зазоры совсем и сварили рельсы в одну сплошную ленту длиной в километры. Ту самую сплошную ленту, которая по всем прежним расчетам должна была выгнуться в первую же жару. Это и есть бесстыковой путь, по которому вы едете тихо, без стука. Как же он не выгибается? Здесь 3 хитрости, и все 3 про ум, а не про силу. Первое. Рельс укладывают и намертво закрепляют не в любой день, а при особой, заранее выбранной температуре. Ее называют нейтральной. Это температура, при которой рельсу хорошо, он не растянут и не сжат, он в покое. Ее берут не наугад, а ближе к верхней части того, что бывает в этом климате. И тогда в жару рельсу почти не нужно расти, он уже уложен горячим. А в мороз он не рвется, потому что сталь тянуть куда безопаснее, чем сжимать. Спор с погодой не выигрывают, его просто заранее делают почти ничейным. Вторая хитрость. Чтобы поймать эту нейтральную температуру в любой день, рельс перед закреплением специально настраивают, догревают или растягивают мощными домкратами до нужной длины, будто заранее прогревают его до летнего состояния, и только потом прикручивают. Это называют разрядкой напряжений. И третье, главное. Раз зазоров нет, лишним метром стали в жару все равно некуда деться, и они никуда не деваются. Расширение снова превращается в ту самую силу в сотни тонн. Но теперь эту силу не гасят, а держат. Держат скрытые от глаз вещи, тяжелые бетонные шпалы, крепкие пружинные скрепления и, самое важное, обычный щебень вокруг шпал – балласт. Трение сотен тонн щебня о шпалы по всей длине пути и есть та невидимая рука, что не дает ленте увести в бок. Рельс распирает изнутри, а насыпь молча держит его прямо километр за километром. Там, где движение все-таки нужно выпустить, например, на мостах, ставят специальные подвижные стыки, уравнительные приборы, куда уходят остатки хода. Вот и весь секрет тихой дороги. Не толще рельс, не крепче болт, умнее уложен. А стук исчез потому, что исчезла причина стука – щель, которой уступали. Соберем все в одну мысль. Стальной рельс никогда не стоит на месте. Прямо сейчас, пока вы это смотрите, миллионы тонн рельсов по всему миру дышат вместе с погодой, тянутся к вечеру и сжимаются к ночи. Дорога под поездом не потому цела, что сталь такая крепкая. Она цела потому, что ее напряжение заранее рассчитали и уравновесили, чуть-чуть растянули там, где будет мороз, и заперли скрытым трением там, где будет жара. Мир держится не на прочности, а на равновесии сил, которые кто-то один раз точно подобрал. И этот же прием окружает вас каждый день, стоит только присмотреться. Тот самый металлический гребенчатый шов поперек дороги на въезде на мост, по которому машина проезжает с легким дын-дын, это зазор для расширения, младший брат рельсового стыка. Ровные квадраты бетона на тротуаре с тонкими щелями между ними, щели для того же самого, чтобы плита в жару росла и не крошила соседнюю. Стык между плитами дорожного полотна, шов в длинном заборе. Весь построенный мир прошит этими маленькими зазорами и скрытыми натяжениями, оставленными нарочно, чтобы жара и холод не разорвали то, чем вы пользуетесь, не задумываясь. Теперь вы услышите этот стук по-другому. Там, где он есть, этот честный старый компромисс отсчитывает под вами свои удары. А там, где под вами ровная тишина, это значит, что силу, с которой 100 лет не могли справиться, все-таки перехитрили. И вы едете по стали, запертой в невидимом, точно рассчитанном напряжении. Спокойно едете.
именно потому, что кто-то посчитал все за вас. Кстати, вопрос вам в комментарии. Тот самый стук колес из детства. Что он для вас? Уютный звук дороги, по которому даже немного скучаешь, или все-таки лишний шум, без которого в современном поезде только лучше? Напишите, интересно, кого окажется больше. Это была «Механика мира». Подпишитесь, если хотите и дальше смотреть на обычные вещи и видеть в них то, что держит весь мир.